Ну разве можно быть президентом такой большой и мощной державы и так манипулировать? Думаю, что сегодняшняя ситуация между Арменией и ОДКБ, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении. Об этом заявил Путин. Наш ответ наглому Путину. Никакого отношения к внутриполитическим процессам в Армении ситуация с ОДКБ не имеет, если не считать потуги ваших русомолов Армянского Нагорья. Все, что происходило в Нагорном Карабахе, не имеет отношения к ОДКБ, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии. Говорит Путин. Ни разу Армения не обращалась в ОДКБ в связи с Нагорным Карабахом. Армения обратился в ОДКБ именно во время агрессии против Армении, но в ОДКБ заявили, что не знают, где проходят границы Армении. Все, что происходило в Карабахе с юридической точки зрения к Армении прямого отношения, не имеет. Правильно, с юридической точки зрения имеет отношение к России, которая была гарантом. Но именно к России, а не к ОДКБ, не нужно переводить стрелки. Еще немножко о лжи с высоких трибун. Заявление Путина. Армения не заявляла о выходе, во всем случае. Пока. Она заявила, что берет паузу, но при этом поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи, сегодняшней сессии переговоров, и обращает наше внимание именно на это. Реальность. Это ложь. Армения не заявляла, что поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней сессии переговоров, и тем более обращала внимание именно на это. Надеемся, в Кремле нет большой проблемы с пониманием услышанного, потому что Армения конкретно заявляла о том, что Армения не участвует, Армения не голосует ни за какое решение, но Армения не использует свое право вето. И если действительно нет проблем с пониманием разницы между понятиями «поддерживает» и «не участвует, но не ставит вето», значит, есть проблема публичной лжи. С умилением наблюдаем за тем, как азербайджанская пропаганда продолжает тужиться, пытаясь все теми же примитивными, топорными методами якобы оказать моральное давление на Армению, возможно, даже подготавливая информационную почву для каких-то действий. Конечно, все их потуги, весь рожденный ими инфомусор, может подействовать разве что на их же публику, потому что сейчас происходящее видят все, в том числе европейские наблюдатели, и с их помощью весь остальной мир. А низкопробное поведение азербайджанского агитпропа является одним из наглядных доказательств необходимости продолжения присутствия европейских наблюдателей в Армении. Итак, сегодня утром азербайджанские СМИ и социальные сети наполнялись новостями, что ночью 27 ноября произошла авария, в результате чего погибли 5 военнослужащих. Интересно, что Министерство обороны Азербайджана никак не комментировало данное происшествие. Некоторые государственные СМИ, которые писали об этом, говорили, якобы Министерство обороны Азербайджана это подтвердило. Однако появляется такое ощущение, что эти СМИ, почувствовав утечку информации и недовольство из-за этого, решили, так скажем, спасти зад Министерства обороны от злобных людей. А как должно было реагировать Министерство обороны? Конечно же, обвинить Армению в планировании провокаций. Сейчас те же СМИ, которые утром занимались спасением зада Министерства обороны, активно распространяют дезинформацию, обвиняя армян в подготовке к войне. Не исключено, что это все делается для отвлечения внимания азербайджанского общества. Но не стоит также исключать все те догадки, о которых мы говорили в предыдущем посте, так как у Азербайджана большой опыт в этом, и нам хорошо знаком этот почерк. Азербайджан. Газовый мост между Европой и Россией. Уже который раз мы говорим и кричим о том, что Азербайджан стал теневым союзником России. Сегодня это подтверждает публикация «Политика». Но проблема не в том, что они написали поздно. Проблема в том, что Европе это удобно. Факты, которые замалчиваются. Азербайджан с каждым годом увеличивает экспорт газа в ЕС, но при этом активно закупает российский газ, который просто маркируется как азербайджанский. Покупки российской нефти Азербайджаном приносят Кремлю миллионы долларов налогов ежемесячно, деньги, которые идут на финансирование войны. ЕС подписывает соглашения, способствующие росту добычи ископаемого топлива, несмотря на свои же климатические цели.
Громкие сделки на КОП-29 стали иллюстрацией полной двойственности. Алиев, заключая контракты с Европой, не скрывает своей зависимости от России. Он прямо заявил, что увеличение поставок – это инициатива ЕС. Но за этой энергетической дружбой скрывается еще более циничная реальность. Баку укрепляет свою позицию, торгуя российским газом, который фактически становится инструментом Москвы для обхода санкций. Мы задаем вопрос Европе. Когда вы будете осознавать, что покупка газа из Азербайджана – это покупка российского газа? Сколько еще нужно документов, расследований и обвинений, чтобы прекратить кормить режимы, которые работают на Кремль? Это не ошибка и не недоразумение. Это сознательный выбор, от которого страдает Украина. Мы видим, что слова о правильной стороне истории для некоторых остаются лишь словами. Глобальная коалиция поддерживает право армянских беженцев в Арцахе вернуться домой. Широкая глобальная коалиция религиозных и общественных организаций поддерживает публичный призыв к созданию международной переговорной платформы для содействия в рамках международного мандата общепризнанному праву коренных армянских беженцев из Арцаха на коллективное, защищенное и достойное возвращение домой. В совместном заявлении содержится призыв к созданию международной переговорной площадки для Арцаха, Азербайджана и других региональных и глобальных заинтересованных сторон для реализации в рамках международного мандата общепризнанного права коренных армянских беженцев из Арцаха на коллективное, защищенное и достойное возвращение домой. В результате геноцида Арцаха, совершенного Азербайджаном в 2023 году, более 150 тысяч коренных армян были насильственно перемещены с их исконной родины, насчитывающей тысячи лет. Этническая чистка в Азербайджане последовала за 10-месячной блокадой, которая лишила армянское население региона продовольствия, лекарств, топлива, электричества и других предметов первой необходимости, что является наглым нарушением международного права. Право на возвращение – это общепризнанный принцип международного права, гарантирующий право каждого человека добровольно вернуться в страну происхождения, независимо от гражданства или статуса. Это право установлено в нескольких договорах и конвенциях, включая Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, Пакт о гражданских и политических правах 1966 года и Четвертую Женевскую конвенцию 1948 года. Международный суд ООН признал право армян на возвращение в Арцах в юридически обязательном постановлении о временных мерах после этнической чистки Арцаха, призвав Азербайджан обеспечить, чтобы лица, покинувшие Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающие вернуться в Нагорный Карабах, могли сделать это безопасным, беспрепятственным и скорейшим образом. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.